Как ты вошла? Как? Ну, там пароль же был. Да, я взяла и разблокировала. Какой пароль? 1, 2, 3, 4, 5, 6. И как ты догадалась? Ну, я просто хороша мысленно. Всем привет, друзья! Очередное видео у окна. В общем, с огромным волнением буквально недавно с почты вернулся посылка из магазина dhgate, кажется, .com. Единственный магазин, где можно найти такие интересные девайсы. Кто знает, где найти еще, оставляйте ссылки в комментариях. Посмотрим. На AliExpress такого уже добра нет. Из названия видео вы имеете представление, что здесь находится. Отправили голландской почтой, почтой Нидерландов. Дошло за 24 дня, плюс-минус там. В общем, дошло довольно быстро. В Казахстан голландская почта доставляет, к сожалению, не так быстро, как почта Сингапура. И поэтому я, когда вижу трек номер голландской почты, мне становится не по себе. Что здесь находится? Коробка, прямо скажем, не ахти. Что в коробке, сейчас разберемся. И вот такие вот надписи на коробке. Я думаю, из названия ролика вы знаете, что здесь находится GUFON i7. GUFON – компания, которая клонирует смартфоны от Apple. То есть вот такой вот я прикупил на обзор. Вы представьте, да, айфоны вот в таких пакетах, чтобы приезжали. Так, вот так все это выглядит. По идее, это должно быть что-то такое премиальное. Но с андроидом внутри. Так, очень маленький. Здесь пленка явно есть. Характеристики были заявлены очень хорошие. Не знаю, что здесь на самом деле будет. Так, вот здесь пленочка. Без пленочки выглядит симпатичней. Что-то я как-то этот... Ребята, а что, iPhone такой маленький, что ли? Ладно, сейчас мы вернемся к этому аппаратику. Зарядное устройство тоже такое стилизованное под iPhone. И все такое мелкое, трудночитаемое. Не знаю, насколько здесь зарядное устройство. В полном обзоре я подробнее расскажу, вообще пользоваться стоит этим зарядным устройством или нет. Есть такой кабель Lightning. Чтобы вы не думали, все серьезно. И вот такие вот наушники. Оригинальные AirPods. Как вы, наверное, поняли. Так, что здесь есть? Что-то такое, что открывать не хочется, но, по крайней мере, дизайн Apple California. И вот добро пожаловать, iPhone. В общем, наконец-то я прикупил себе достойный аппарат. Чехол тоже сейчас примерим. Силиконовый чехол. Вот. Почему iPhone, почему Apple берут такие огромные деньги за свои девайсы и вот такие вот чехлы не кладут, а? Не знаю. Китайцы молодцы. И пленка здесь еще есть на экран. Так, давайте это все уберем. Добро. И познакомимся со смартфоном GUFON i7. Металл, ребят. Металл. Все дела. Холодный. Выглядит очень неплохо. Я не знаю, это наклейка или так сделана крышка. Кто знает, у кого есть опыт в таких вопросах, обязательно пишите. Так, по поводу переключения. Этот смартфон очень дорогой, ссылка в описании, где его можно взять. И вот так вот выглядит кнопка. То есть $140. Я надеюсь, здесь характеристики просто бомбезные должны быть за такие деньги. Так, пока аппарат загружается, он очень маленький, слушайте, вообще. Реально iPhone такой маленький. Стекло, защитное стекло. Выглядит, я не знаю, по-моему, так особо вот неотличимо.
Недавно держал в руках, именно семерку специально взял, посмотрел. Ну, в принципе, вот похоже. Но я не знаю, по шрифтам здесь, конечно. Нужно будет, может, к обзору найду я настоящий. Непонятно, в общем, как здесь все это управляется. Вибрация, здесь виброотклик. Так, из описания, что здесь должно быть? Здесь должно быть реальный сканер отпечатков пальцев, хороший процессор, поддержка 4G. 2 гигабайта оперативки, 16 гигабайт встроенной. То есть здесь натянут какой-то лаунчер. Вот так вот все это дело здесь выглядит. Так, чтобы вернуться назад. Вы знаете, кнопка не механическая. Кнопка не механическая, она просто физическая кнопка. Вот нажимаешь, и нужно... Или она механическая, но, в общем, очень туго нажимается. Экран неплохой. По идее, должен быть Full HD экран. Давайте посмотрим вообще, что здесь за экран. Так, а как, кстати, снимать скриншоты? Смотрите, штатным способом громкость вниз и клавиша питания не снимается скриншот. Так, я вот внимательно рассматриваю экран. Олеофобное покрытие есть. Ну, так себе. Номеронабиратель, все похоже. То есть здесь постоянно нужно, чтобы назад. Не могу понять здесь. Выход, посильнее нужно нажимать. Да, в общем, своеобразно очень здесь все реализовано. Заходим в данные о айфоне и смотрим, что здесь по памяти, ребят. 240 гигабайт доступно, 251 гигабайт всего, как здесь сказано. И вот данные по самому девайсу. Далее смотрим, что у нас здесь по языкам. Русский язык присутствует. И как выглядит меню настроек на русском языке в данном устройстве. Так. И посмотрим камеру. Что там у нас с камерой? Интерфейс похож, но какова реально камера, я не знаю. Вообще просто интересно подержать в руке данный девайс и попробовать что да как здесь с ним. Фронталка. Ну, видите, камеры в принципе все активные, все работает. Вот так вот все это дело выглядит. Но стоит ли он $140? Не знаю, надо попользоваться. Нужно посмотреть реальные характеристики этого устройства, а не то, что здесь написано. Вот так вот выглядит шторка. А сейчас вы видите, что появляется, если пытаться войти в App Store. Он требует, чтобы мы вошли в свой Google аккаунт. Siri работает, но только на китайском. Wi-Fi я подключу. Добавляем отпечаток. Отпечаток добавляем. И что, как? Да. Продолжать. Так, вводим самый сложный пароль на свете. Ах, смотрите, он требует, чтобы он был еще сложнее. То есть не 4 цифры, а 6. Такой пароль взломать, конечно, уже нереально. Так, сканер. Первый раз введем свой пароль. Пробуем еще раз. И так, теперь другим пальцем. Нет, другой не принимает. А если этим?
этот принимает. Но нужно немножко надавить. То есть сканер действительно есть, и он работает. Со шрифтом, конечно, здесь беда. Экран вроде неплохой. Давайте запустим пару тестов. Ну, звук, в принципе, неплохой. Получать новую почту, укусить. Вводим свой аккаунт и сейчас загрузим пару-тройку приложений, чтобы посмотреть, что у нас здесь в действительности на борту. Что за чипсет, что за экран, что за видеоускоритель и все вот такое вот. Смотрим. Пока тестовые и бенчмарки, тестовые приложения и бенчмарки подгружаются, владельцы айфонов, особенно iPhone 7, внимательно смотрите. Здесь, кстати, на одну сим-карту только. Похоже ли это на ваши аутентичные, оригинальные девайсы от Apple? Экран явно неплохой. По идее, должен быть Full HD. Не могу сказать сейчас точно, ребят. Сейчас все проверим. Мало того, что Full HD, должен быть еще и OGS. Беззвучный режим этой кнопочкой активируется. В принципе, особо не шатается. Правда, слово Ring не переведено. Нет, экран, в принципе, неплохой. Пока идет тестирование, ребят, вот владельцы айфонов, как вы им пользуетесь? Он мало того, что легкий, скользкий, и он очень маленький. То есть его просто невозможно, по-моему, без чехла эксплуатировать невозможно. И вот что это такое? То есть, возможно, сейчас Antutu вылетит вообще. Ну, не знаю, в общем, очень сложные впечатления. Нужно, здесь уже 45. Нужно, в общем, сравнить с оригинальным и посмотреть, так ли заметна разница и есть ли какие-то ощущения от настоящего айфона. Другие, может, какие-то ощущения, более лакшери такие. Вес этого смартфона 126 грамм. В руке он чувствуется не очень легкий и, в общем, как бы тяжесть довольно такая приятная. Итак, друзья, Antutu тест 25 312 баллов всего. Посмотрим у нас здесь ситуацию по пикселям. Нет, битых пикселей, засветов нет. Экран вроде нормальный. Так, мультисенсор на 2 касания мультитач. В принципе, тач отзывчивый. Я сейчас набирал текст. В принципе, здесь все нормально. Но только на 2 касания. Это не очень хорошо. Так, что еще посмотрим? Еще посмотрим информацию. Судя по всему, китайцы научились как-то ломать Antutu Benchmark. Здесь написано MT6753. В описании товара то же самое написано. Разрешение дисплея 1800 на 1920. Я очень сомневаюсь, но тем не менее, вот Antutu Benchmark выдает вот такие результаты. Mali T720. Просто для этого чипсета очень низкий показатель в Antutu Benchmark. Ну, опять же, здесь какая оболочка стоит. 16 мегапикселей основная камера здесь указана. По памяти, да, точно, это просто хакнутый, в общем, Antutu Benchmark, несмотря на то, что я его скачал. Скачал, все равно неправильные, по-моему, показатели, потому что здесь внутренний накопитель стоит 125 гигабайт, что не соответствует действительности. В общем, вот такие вот данные. Antutu Benchmark, все с тобой ясно. Вот такие вот результаты. И смартфон выключается, аккумулятор сел. В общем, ждите полный обзор на этот девайс. Пишите в комментариях, что вас интересует, ребят. Что бы вы хотели узнать о нем. Все ссылки
в описании по поводу того, что же здесь на самом деле, какие технические характеристики и что здесь внутри, мы узнаем уже из полного обзора. Подписывайтесь на новые видео, вступайте в нашу группу, будет еще очень-очень много интересного. Всем пока, удачи, спасибо за просмотр.